Юпитер – это гигант с самым мощным гравитационным полем после Солнца, а количество его спутников постепенно увеличивается. Юпитер практически уникален во всем, но, пожалуй, самый большой интерес связан с его прошлым и будущим. Но может ли он все-таки превратиться в звезду? Казалось бы, очень странный вопрос, ведь Юпитер – это планета пусть и массивная, но звезды – это космические тела с совершенно иными физическими свойствами. Поэтому сегодня мы отправимся в интересное путешествие по Солнечной системе и разберем вопросы, почему Юпитер не стал звездой, может ли Юпитер превратиться в звезду, что нужно для того, чтобы он все-таки зажегся, а главное, появится ли в Солнечной системе когда-нибудь две звезды. Ну и бонусом мы обсудим, что будет, если Юпитер все-таки станет звездой. Люди, которые называют Юпитер неудавшейся звездой, обычно ссылаются на то, что Юпитер богат водородом и гелием, как звезды, но недостаточно массивен, чтобы произвести внутренние температуры и давление, которые начинают реакцию синтеза. По сравнению с Солнцем, Юпитер представляет собой легкий вес, содержащий лишь около 0,1% солнечной массы. Тем не менее, есть звезды гораздо менее массивнее, чем Солнце. Для создания красного карлика требуется всего лишь 7,5% солнечной массы. Самый маленький известный красный карлик примерно в 80 раз массивнее Юпитера. Другими словами, если бы вы добавили еще 79 планет размером с Юпитер в существующий у вас мир, у вас бы было достаточно массы, чтобы сделать из него звезду. Самыми маленькими звездами являются коричневые карликовые звезды, которые всего лишь в 13 раз больше массы Юпитера. Но в отличие от Юпитера, коричневый карлик действительно можно назвать неудавшейся звездой. Ведь он имеет достаточную массу для того, чтобы сплавить дейтерий, изотоп водорода, но недостаточную массу для того, чтобы вытерпеть истинную температуру, которая определяет звезду. Поэтому Юпитеру было суждено все-таки стать планетой. Стать звездой – это не только масса. Большинство ученых считают, что даже если бы Юпитер имел 13-кратную массу, он все равно бы не стал коричневым карликом. Вся причина в химическом составе и структуре планеты, которая является следствием того, как образовался Юпитер. Юпитер формируется как форма планет, но не как звезда. Звезды формируются из облаков газа и пыли, которые притягиваются к друг другу электрическим зарядом и гравитацией. Что касается облаков, то они становятся более плотными и со временем начинают вращаться, и это вращение сплющивает их в диск. В начале формирования Солнечной системы центральная область, которая стала Солнцем, занимала большую часть доступной массы, включая ее газы. В то время Юпитер, вероятно, имел массу примерно в 300 раз больше Земли. Но в конце концов, Солнце все-таки стало звездой, а солнечный ветер сдул большую часть оставшегося газа. Но что нужно, чтобы он все-таки стал звездой? Материал для горения водород у Юпитера есть, чего ему не хватает, так это массы. Если ему добавить массы в 70-100 раз больше, чем сейчас, температура в центре Юпитера поднимется выше 10 миллионов градусов по Цельсию, что запустит цепочку термоядерных реакций и зажжется новая звезда под названием Солнце-2. Но может ли он все-таки стать звездой? Теоретически все возможно, но для этого рядом с Юпитером должен возникнуть очень крупный объект, что очень маловероятно. Сейчас Солнечная система – это тихое защищенное место в нашей галактике. Именно это одна из причин возникновения жизни на нашей Земле. Возможно, во время столкновения нашей галактики с галактикой Андромеды что-то подобное будет происходить, но шансы на это не особо огромны. Кроме того, возможно, привычного горения даже не произойдет. Скорее всего, Юпитер потеряет значительную часть массы, которая перетечет на крупный объект, и уже там вступит в термоядерную реакцию. Но ряд некоторых ученых считает, что Юпитер все-таки постепенно разогреется и превратится в звезду. Когда термоядерная реакция начнет развиваться скачкообразно, это приведет к тому, что Юпитер запылает как Солнце. Кроме того, ученые считают, что Юпитер заменит стареющее Солнце примерно через 3 или 4 миллиарда лет.
Но что если все-таки Юпитер станет звездой? Если бы мы взяли одну из самых маленьких известных звезд и заменили ее на Юпитер, то была бы звезда с массой примерно в 100 раз больше массы Юпитера. Тем не менее, звезда будет менее 1/300 по яркости, как наше Солнце. Если бы Юпитер каким-то образом приобрел такую массу, она была бы только на 20% больше, чем сейчас, намного плотнее и, возможно, на 0,3 ярче, чем Солнце, поскольку Юпитер находится в 4 раза дальше от нас, чем Солнце. Мы увидим только увеличенную энергию примерно на 0,02, что намного меньше разницы энергии, которую мы получаем от ежегодных изменений в ходе орбиты Земли вокруг Солнца. Другими словами, превращение Юпитера в звезду практически не повлияет на Землю. Возможно, яркая звезда в небе может запутать некоторые организмы, которые используют лунный свет, потому что Юпитер будет примерно в 30 раз ярче, чем полная Луна. Кроме того, звезда будет красной и достаточно яркой, чтобы быть видимой в течение всего дня. Но произойдет это или нет, писать только вам в комментариях. Ну и в конце, как обычно, если понравилось видео, поставь лайк, подпишись на канал и не забудь включить колокольчик. Спасибо за просмотр. Пока.